Итак, ребят, я всех приветствую, кто присоединяется, всем добрый вечер. Немножечко подожду, пока вы подтянетесь, и подготовлю карты. Пока вы будете подтягиваться, хочу сказать вот какую новость. Сейчас, секунду. Немножечко потише музычку. Всем добрый вечер, да. Итак, ребят, следующая новость у меня. С сегодняшнего дня, с сегодня, с завтра я доступна только в Телеграме. То есть WhatsApp не актуален. Те, кто мне писал, я не удаляла профиль, но хотите, пишите, но меня там нет. И в ближайшее время не будет. То есть, кто желает записаться на личные консультации, пожалуйста, в Телеграме все контактные данные актуальны. Это первое. Второе, по поводу записи я упразднила все эти моменты. Насчет нее. Если кому было страшно, можете больше не бояться. Всем доброго времени суток. Ну, смотрите, здесь, ребят, уже показывают уход. Уход в свои проекты. То, что вы напланировали. В те дали и в те вершины, которые вы для себя поставили целью покорить. Вот так-то. За своими мечтами. Но не думайте, что все будет так, как вы себе напланировали. Все равно где-то еще ваши иллюзии будут развеиваться. И, кстати, видите, трансформация этих иллюзий, но здесь и трансформация вашей мечты будет проходить. Вообще, по сегодняшнему потоку я хотела посмотреть, что вообще актуально, да, после энергии покрова, давайте так, пусть это будет называться. Так всем понятнее будет, о чем я вообще вещаю. То есть здесь будет трансформация, и очень довольно-таки интересная. Будете отстаивать, творить, вытворять. А ну-ка, давайте-ка я сейчас хочу рассмотреть. Сила будет по справедливости дана. Будет энергия. Будете также здоровый эгоизм, пожалуйста, акцент на этом, проявлять в тех вопросах, которые касаются вашей славы. По поводу денег. Отстаивать будете свои позиции. А почему? По поводу общения с иными мирами будут пытаться блокировать, все это вы уберете, выжжете. И здесь не только работа, ритуалика со свечами, огнем, здесь еще работа с вашими энергиями. Что по поводу мудрости? Будете в ожидании фортуны, куда она там, высшие силы с вами на обмене. Отлично, мудрость будете получать. А что ж по поводу иных измерений? Пока еще рановато, что-то еще вы должны понять, осознать. Так, что по поводу общения с энергиями? Общение будет с темными. Ребят, и с темными, и со светлыми будут вам нести пентакль. А что по поводу лично вашего роста? Тут определенное... Вот здесь сотрудничество светлых с темными. Те, которые к вам придут. Это я семерку кубков только что рассматривала, то, что озвучивала. В этой колоде она очень удивительная.
сама карта по себе, то, что она несет. Поэтому я так в деталях и разложила. Так, это мы отвлеклись из-за того, что уже карты полетели. По поводу записи сказала, по поводу того, где меня найти, тоже сказала. По поводу нового графика. Ребят, благодарю вас за ваши комментарии, за то, что не остались в стороне. И, в принципе, я так предполагала. Вы же это и подтвердили. Будет 2 эфира в неделю. Вот, прямых. Будем посмотреть, что мы на них будем глядеть. Еще раз повторить хочу ситуацию. В последующие дни каждый день будет выходить ролик на моем на этом канале, но это будут интегрированные с 2 других моих каналов. Кто там был? Повторение мать учения. Если не нравится, не хотите, не смотрите. Те, кто вновь прибывшие, тем, конечно, будет интересно посмотреть. Либо же, как я уже сказала, повторение мать учения. Тем более, что я когда составила график, оказалось, что кое-какие вещи прям удивительным образом совпали по дате создания и по дате добавления на мой этот канал. В общем, те, кто в теме, вы почувствуете вообще, как интересно пространство это все обыграло. По трансляциям я посмотрю, темы будут и новые, и на следующей неделе, я так уже предполагаю, пора посмотреть, что там по 7 чакрам у нас происходит и творится. То есть это я не забываю. Потому что я так понимаю, что для многих актуально, и у меня этот расклад раскрывает много чего, как выясняется. Так. И да, еще раз, ребята, теперь я только в Телеграм. Все, с новостями мы завершили. Нет, не завершили. Знаете, что еще я хотела сказать? К Самайну, для кого что актуально, запись я уже открыла. Почему? Потому что перед Самайном я буду еще готовиться. То есть, кому актуально, обращайтесь. Итак. Начало уже у нас было неплохое. Давайте же посмотрим, что там по энергиям. Сотрудничество, содружество, приятное времяпрепровождение. Здесь еще, кстати, так, ребята, во-первых, кто-то крадники на ваше счастье, радость, на ваше общение с друзьями. Здесь рассорки с друзьями, чтобы отодвинуть от вас людей, которые могут вам помочь. На это обратите внимание. Но здесь я задала вопрос несколько в ином ключе. Сотрудничество ваше с определенными силами. Здесь будут попытки крадников. На перекрестках снимайте. Хотя вы знаете, не обязательно, чтобы перекрестки вам подходили. Короче, кому как, просто учитывайте это, да? Здесь высшие силы вам будут в ритуалах помогать, поэтому на эти крадники не обращайте особого внимания. Имейте в виду и проводите чистки. Пусть они дальше там дергаются. Так, по поводу вашего окружения. Защищать вам нужно либо свои позиции в этом окружении, либо же не давать вас рассорить с теми, кто действительно является вам другом. О, девочки и мальчики, вот это да. Короче, с мужиком мы походу разобрались. Теперь с мужиками, да, теперь начинаем подчищение среди баб. Короче, здесь может быть кубковая королева, которая будет пытаться ваши границы прогнуть. Это водный знак зодиака. Кто у нас там? Рыбы, скорпион. Короче, я не помню, ребят. Стихия воды, в общем. Знаю, что рыбы точно. Вот что-то здесь... Эта баба, знаете, здесь мне как проходит. Во-первых, может сама напроситься на встречу с вами, но и при этой... Вот, раки, да, раки.
напроситься на встречу с вами, но при этом пытаться прогнуть ваше пространство, знаете, либо подлезть, узнать, а с кем вы общаетесь, а как вы общаетесь, а что вы там за ритуалы делаете, если она тоже в теме, то есть учитывайте эти аспекты. Будет притворяться такой эмоциональной, дружественной, замечательной барышней. Для кого-то актуально то, что эта женщина нарисуется в вашем пространстве, даст о себе знать. Вы просто знаете, как не замечали ее подъебы в свою сторону. То есть, ну, хихи да ха-ха как-то в шутку воспринимали, а эта баба реально пытается вас как-то уколоть при этом. Эта баба скрывает то, что у нее все в жизни остановилось. Девочки, если смотрите на бывших подруг, которые, ну, мягко выражаясь, обосрались по отношению к вам, то есть магию применяли, зависть, злоба, клевета, сплетни, рассорки с другими общими друзьями и тому подобное, здесь вот так вот будет скрывать. Будет скрывать и придет к вам за идеей, за помощью, за поддержкой на самом деле. Но все равно вы увидите, знаете, даже по глазам видно, когда человек фальшивит и вас ненавидит, потому что завидует. Для кого-то еще, девочки, актуально, вот прям идет мне фраза: хоронили, порвали 3 баяна. Здесь какая-то кубковая баба свалит из мира живых в мир мертвых. И вот в вашей ситуации реально вот 3 баяна можете уже в принципе закупать. Потому что вы будете этому рады. Здесь уйдет какой-то человек, который притворялся тоже вот такой кубковой, интуитивной, инициативной. Прям мама-мама. Мамулик. Для кого-то это родная мать, для кого-то свекровь, для кого-то тетка, для кого-то еще кто-то, для кого-то там женщина. Подруга, сестра. Будет скрывать то, что плохонько. Здесь женщина могла отрекаться, знаете, от чего? От того, что ой, да у меня нет смертельной болезни, да я все переживу. Видимо, не все она переживет. И вот с уходом этой бабы в мир иной снимутся очень многие барьеры и заслоны в вашей жизни. И в жизни тех людей, которых эта баба от вас отодвинула. Ну, здесь ребята меня осознанные смотрят. Здесь люди, которые сотрудничают со светом, с тьмой, сотрудничают равномерно. То есть не вперекос, туда либо туда. Коль не сотрудничают, значит пытаются это делать. То есть пытаетесь себя держать в равновесии, в балансе. Еще момент, знаете, за двуличностью этой женщины, я вам хочу сказать так, может еще как-то она и проявит себя, да, если это не та, которая в мир иной отправится у нас. Здесь эта девка будет, значит, плясать и вашим, и нашим, все для того, чтобы перекрыть вам связь с высшими силами. Та, которая в мир иной уйдет, девочки, здесь такое впечатление, либо на операционном столе, либо неудачная операция, либо же сделают операцию, скажут все тип-топ, и оп, и не стало человека. Ну, то есть, сами понимаете, да, здесь мечей довольно-таки много. Что еще? Почему 10 мечей? Понимаете, здесь темные, светлые рядом с вами. Причем темные вас толкают на сотрудничество, на баланс и работу со светлыми. Что за 10 мечей? Ребят, ну вы посмотрите, ну выпадает, смотрите, ведьма, которая закрывает ваши потоки с высшими силами. Хочет вас ограничить с помощью магии.
Не хочет, чтобы вы послания от высших сил получали. Не хочет, чтобы, ну, вы слышали этот поток, чтобы вы имели то, что вы имеете. Потому что это помогает вам идти к вашим мечтам и надеждам. Хорошо, выяснили. Ведьма, колдуха. Голова и два уха, да? А ну-ка, это кубковая. Девочки, это кубковая. Или к какой-то бабе обратиться, либо сама будет колдоебить, потому что это человек из вашей семьи. Вот как хотите. Это человек из вашей семьи. Про подружек тоже учитываете. Так, хорошо, смотрим на свекровушек, судя по всему, и на неудачливых маманчик. Так, да? С высшими силами. Так, а ты уже в предсмертной агонии. Блядь, что ты сипаешься, что ты дергаешься? Ну, давайте-ка раскроем это в деталях. Очнулась, блядь. Ой, я не могу. Девчули, не добили. Недопоняла еще малеха. Кстати, девочки, по поводу бабы из семьи. Я вам сейчас расскажу такой секрет. Если у вас еще не оборваны привязи, привязки, есть каналы, подключки и тому подобное, на ваших бывших, которые ебутся со всякой непотребью, вот та непотреб по бинарным каналам, это может считываться как ваша десятка пентаклей. То есть, понимаете, да? Кто-то может сказать, это информация далеко не верна, но по энергиям так оно и есть. Хотите, учитывайте этот аспект, хотите, не учитывайте. Просто имейте в виду. Так. Закрыть хочет, обзавидовалась, видать. Ну, карта сама выпала, высший суд. Да потому что все, пришли по ее душу и сказали, так, а ну-ка, бабца престарелая. Ага, за твои походы на кладбище, за твое умалишенное состояние. Ты ж, блядь, что делаешь? Мы ж тебя предупреждаем. Мы тебе даем подсказки-то. Мы тебя уже лупим, а ты все никак не понимаешь. Слушайте, девочки, вот это трэш, да. Оу, я вас поздравляю. Эта баба схлопотала таких обраточек. Я просто аплодирую вам стоя. Снимаю шляпу. Откатили, обратно накидали. По феншую по 1 число. Сидит в страхах, видит загробный мир, боится смерти, боится, что ее туда заберут. Потому что ей об этом прямо говорят. Здесь мир темных вышел. И здесь ни бесы, ни лярвы, ни какие-то там неупокоенные души. Нет, здесь демоны. Четко и конкретно. И их свита. Давайте вот так вот. 9 мечей, 3 мечей, отшельничек. Давай-ка, причем суд. Это ее род. А что с твоим родом, я хочу узнать? Что с твоей веткой родовой? А для нее лично? Вот это да! Сейчас, ребята, сейчас. Погодите. Ай да заебись ситуация. О,
Короче, глядите, девочки и мальчики, коль это ваша свекровь бывшая, и у вас общие дети с этой, ну, с этой родовой веткой, соответственно, там бывшие и тому подобное, ну вот есть общие дети. Родовая ветка этой семьи, вот этого рода полностью на защите вашего ребенка. Только давайте так, объективно, кто работал над этим, тогда это ваш вариант. Здесь вы будете получать знания очень быстро, но для многих девочек, скажу сразу, есть и будут те знания, там вы будете договариваться непосредственно с регинами рода, с древними, вообще с теми, кто к вам выйдет. У каждого из вас они будут свои. Здесь вы получите определенную силу на хранение, дабы потом передать эту энергию своему ребенку. И эти знания передать своему ребенку. А знаете, что по поводу нее род говорит? Давайте, коль мы так посмотрели, не буду я там уже дальше ковыряться, то так расклад будет вечный. Что по поводу нее? Она вечно сидела в страхах, что она не будет нужна мужчинам. Недолюбленная отцом девочка, которая не нашла в себе наполненность и не поняла вообще, для чего она родилась и жила. Она всю жизнь привязывала своего мужа, потом уже своего сына, потом еще кого надо к своей дочери. Это отвяжу, это привяжу, это в доме все происходило, это опои, окормы, подливы вот этого всего барахла. Эти все манипуляции просто скашиваются на нет. И все, что она делала, все, с кем она сотрудничала, это те маги, к которым она бегала. Это если ей дочь, сын помогали, допустим, вам дерьмо творить магическим планом, все это по закольцовочке возвращается к ней обратно. Если вы знаете, что ваша свекровь не могла угомониться уже лет 10, посчитайте, добавьте проценты, которые капнули и которые здесь добавлены, тем, что вы начали сражаться и отстаивать себя. Естественно, здесь барышня покидает этот мир твердым, уверенным шагом. И ни хера не в закат. А именно к вот тем силам, к которым она обращалась. Здесь баба, которая привораживала мужиков. Держала их возле себя, потому что был страх остаться одной. А знаете почему? Потому что одиночество не боятся только сильные. Одиночество им в кайф, потому что они поняли, кто они есть на самом деле. И когда человек наполненный внутри, то одиночество реально как наркотик, и только в кайф. Тебе всегда будет чем заняться. Так что, ребята, я вас поздравляю. Пусть она себе такая, она в такой жопе, и она еще и дергается, потому что у вас, видите ли, связь с высшими силами. Да, представь себе. Бывает же такое. Приоритеты, блядь, разные у людей. Кто по кодексу идет, а кто потому что без хера, блядь, жить не может и держится. И плевать, что тот хер, даже если это ваша свекровь, которая там приворотами своего мужа всю жизнь держала, он там перетрахал все, что можно, переблядовал. В итоге у нее дети, копирующие отца. Если девочка, то значит обязательно только через секс отношения. Если мальчик, там вообще просто, ну, прости господи, напередок. То есть, ну, по факту баба просто, ну, несостоявшаяся личность, угробившая всю свою жизнь, уже всю, сколько бы ей там не было, уже она завершается у нее, угробившая на то, чтобы держаться за чей-то писюн. Вот так-то. Причем писюн, который еще и засовывается не пойми в кого. Может, уже не засовывается, если они в годах, то... Ну, а кто помоложе, там муж похаживает. Ой, а вы знаете, а там мужик, короче, смотрите, коль у нее там муж есть, аль мужик какой-то, девочки, так он начал просекать, короче, он выходит из-под ее влияния. Поняли, не работают вот эти опои, окормы,
которая десятилетиями, блядь, она поила, обхаживала всех. Там мужик начал очухиваться, короче. И начинает понимать, ну, блядь, с кем я вообще жизнь прожил, от кого у меня дети. Им может быть за 50. Но там мужик что-то начинает от дупля откидывать. Что к чему, да почему. Что на самом деле ему было предложено, и чем его поили и кормили. Так она и так не нужна, понимаете, Надежда? Она знает, что она никому не нужна. Потому что, во-первых, она не нужна самой себе. А не нужна она самой себе только из-за большого количества комплексов и страхов. Ну, боятся вот смерти и онкологии те, у кого предрасположенность к этому. А онкологию, как мы знаем, получают именно те люди, родители, прародители, прапрародители которых, извините меня, блядовали. Те, которые занимаются сейчас этим, думаете, вы умрете, поживете для себя и ничего не будет? Нет, милые, а вы будете за своих детей на том свете, или на этом, или на 37-м, неважно, где ваша душа будет находиться, вы будете за это отпахивать. И хрен, куда вы переродитесь дальше. Это цена за блядовство. То есть, когда реально люди не умеют контролировать свои нижние чакры, давайте я вам так скажу. А если еще есть такие свекрухи, которые поделали там кучу абортов в свое время, о, девочки, это джекпот. Это джекпот. Оксана, да, со свекровью попроще, с матерью посложнее ситуации. Что мне вам сказать? Крепитесь. Все равно уже все близко. И смотрите, карта справедливости перевернулась у меня. Ну, значит, и будет по справедливости. Кто делал дерьмо своим свекрухам, нормальным, адекватным женщинам? Поверьте мне, есть и такие. Причем есть такая свекровь может попасться, которую ты запросто назовешь мама. Есть такие женщины. Вот это истинные женщины. И есть, конечно, да, те, которые, ну, жены сыновей чудят им. Потому что, ну, скотоебство, да и все. Из неадекватного рода. Но тут уже и вопрос такой тонкий, почему твой сыночек связался с подобной бабой. Где что не отработано. Сейчас мы не об этом, девочки, сейчас у нас ситуация немножечко другая. По справедливости будет. Вот знаете, что все по справедливости, по кодексу? Я же сказала сразу. И смотрите. Высший абсолют. Справедливости, карта высшего абсолюта. Все будет по справедливости вселенского баланса энергии. Ни больше, ни меньше. Я с самого начала расклада сказала, хоронили, порвали 3 баяна. У вас обмен какой-то будет. Сейчас это... Ой, 6 пентаклей, туз пентаклей. Девочки, новые пути дороги. Кто чистил финансовый канал, окей, здесь обмен энергиями, знаниями, но также это касается финансов, да, финансовая сфера здесь напрямую, пентакли нам об этом говорят. Так, нет, никто не будет обнулять, здесь новые начинания, слушайте, здесь новый проект, новая работа, новые вложения, но вы будете трудиться. Монотонная, кропотливая работа ежедневно, которая в итоге вас приведет к тому, что вы хотите. Здесь прям новый финансовый поток. Такое впечатление, что эта сука вам его забирала у вас. Перекрывала, для своих деток, блядь, тянула.
Как одна мне такая шкура сказала, я ради своих детей готова на все. Читайте по скриптум, даже убить внуков своих, но лишь бы мне их бабки были от деток. Понимаете? Вот такое вот. Плевать таким бабам на своих детей. Жизни детей и их детей угроблены. От таких, блядь, надо держаться подальше. Не то, что подальше, их, блядь, изолировать, сук, надо. В Освенцим. Что, возможно, скоро и произойдет, девочки и мальчики. Возможно, мы это все и застанем. Поживем, увидим. Итак. Мир темных, мир мертвых. Приходит за барышней и говорит: привет, обнуление тебя ждет. Здесь, ребята, у женщины у этой, это не женщина, это я не знаю что. Это фу. У нее нет денег на лечение. Все, лавочка прикрылась. Деньги были потрачены на магов, колдунов, практиков, чтобы вам делать говняшку. И не только вам, чтобы управлять другими людьми с помощью магии. На пожрать сверх меры. Понимаете? На свои какие-то прихоти. А ей все время будет мало, потому что, я же сказала, недолюбленная дочь. Из нас многие недолюбленные, у некоторых вообще отца не было. У многих нет вообще родителей не было. Но это не мешает людям оставаться людьми. А тут сколько ни дай, сколько в нее не вложи, сколько ни подари, блядь, все мало, все плохие, я хочу еще больше. Да, Светлана, цирк должен гастролировать, и вот она на гастроли на погост отправляется. Туда, куда бегала, вот чуть-чуть ниже по этажам будет отправлена. Нина, бегите к ебаной матери от такой свекрови. Ваш муж должен понимать, что вы должны быть на первом месте. Если он этого не понимает и вкладывается в свою сестру, поверьте мне, толку от этого не будет и не случится никогда. Умрет ваша свекровь, это его сестра будет доить. Понимаете? Это, это, конечно, все, индивидуально, но тут весь вопрос самый основной, даже не в свекрови, в сестре мужа. Вопрос в том, кто на первом месте у вашего мужа. Будьте честны. Ну, коль вы говорите, что детям отец не нужен, значит, он больше туда времени отдает своего и своих сил. Делайте выводы. Еще в понимании таких баб я вам хочу сказать так. Ей нужен мужик, а у этого сына либо брата не надо тебе ни баба, вот то какие-то шлюхи, перепихнулся и давай денежки нам, все нам. А то, что эти курвы вздыхают, получают обраты, откаты, получают трандалье из мира темных уже по факту. А этот сидит, блядь, опоенный, окормленный, проебавший семью. Это мужики, которых не хотят видеть их дети, потому что у этих детей уже настоящие отцы, другие мужчины. Понимаете, которые вкладывают время, жизнь, ресурс в этих детей. По факту это не отец получается. То есть и оно сидит никому нахрен не нужное, неприкаянное, спивающееся, издыхающее на обочине где-то. Шикардос, да? Нормально родились, побухали, помогичили, сдохли по новой. Ну, если вообще вот так обобщить, ребята, вот представьте, да, насколько скатывается вообще смысл существования тогда. Оксана, это трэш. Это трэш. Это просто жесть, то, что вы описали. Но видите, да, у человека... Помните вот этот мультик «Золотая антилопа» СССРовский, совдеповский, да? Вот
вот это про вот этих курвищ. Нина, это отлично. Если у вашего мужа вы на первом месте, потом все остальные. Работа, дети, друзья, коллеги, там, родители. Не в этой последовательности, в которой я назвала, но первое место это вы. Вот тогда, да, все тип-топ. Тогда никаких вообще проблем. А если оно на нычку встречается с такой мамашей, подпаивается, подкармливается, потому что оно сыкло, блядь, без маминой юбки, ни хера не умеющее, по факту, то о чем там вообще может идти речь? Так, продолжаем. Что по поводу вашей энергии? Обмен с высшими силами, новые проекты. Ну, смотрите, вы в статус императрицы входите, девочки. И победа, та, ой, вообще шикарно. Опять-таки, к вашим мечтам. О, ну будьте довольно-таки, знаете что, будьте аккуратны на поворотах. Почему? Потому что иллюзии могут немножечко вас завести не туда, если вы где-то свернете. А что он хочет сказать по поводу этого? И где можно допустить ошибку? Значит так, здесь это все будет не сразу, хочу я вам сказать. Но, ребят, идите по кодексу. И прежде чем махать, то есть защиты у вас достойные, а будут еще больше защит, вы будете под охраной. Отлетать будет только так вашим недоброжелателям. Но смотрите, в чем может быть подвох? Подвох может быть в том, что не на того нападете. То есть, да, то есть, чтобы всегда было по кодексу. Давайте я вам так скажу. Что-то может где-то, а в чем будет тяжесть? Девочки, стоямбас. Сейчас, и мальчики, я вам объясню. Тут, Тут, короче, видимо, сыночек этой крали собирается так вам мороки на вас накинуть, явиться к вам, забрать ваш ресурс, что-то подпоить, подкормить. Видимо, мамаша научила. Ну, плюс побегал тоже по практикам. Знаете, в чем? Короче, откажетесь от человека, 9 пентаклей. Это вплоть до того, что вы не отвечаете на смс-ки. Потому что не надо вам этот коннект налаживать, если у вас куча уже ритуалики сделано, проработано, все, обрыв связи уже давным-давно произошел. Нехрен их не натягивать, эти связи, эти каналы. Здесь смотрите, если вы поведетесь, 4 кубков, переход, все, со статуса императрицы, то есть с трона вы летите, головой вниз, блядь, и лестница ваша будет очень длинной в это дно. Давайте скажу так, здесь только этот человек попытается какую-то тяжесть привнести в ваш обычный ход дел, рубите, блядь, до башни, чтоб следом за мамашей пошел. Поняли, да? Или за вот этой бабой. Не раздумывая, защит у вас будет предостаточно. Дьявол его к вам толкает. Знаете почему? Потому что нерешенные кармические долги они тянут. И тянуть они будут этого человека всегда. Постоянно. И на других мирах, блядь, и в ином мире то же самое будет происходить. Учитывайте этот аспект. По дьяволу только вы войдете в статус императрицы, оно не будет пить ровно неделю, явится к вам, чтобы быть помоложе, покрасивее, но это пока он с вами встретится, а потом сразу же будет. Здесь алкаш. Девочки, здесь алканавт. И хорошо, если только алкаш, а не тот, кто сидит еще на героине, да? Помните, у Сплина песня была такая? Обнуляйте все, обнуляйте полностью вот таких людей. Это не только касается этих бывших там или еще. Это такие же, помните, с подруги начала.
Вот то же самое. Обнуляйте вот эту всю скотскую братью. Ну, я же сказала, королева мечей. А они еще попытаются вам на жалость надавить, понимаете? Как-то вас обескуражить, чтобы вы не были постоянно в положении королевы мечей, которые, короче, захотят, чтобы вы свой меч опустили и хотя бы выслушали. Здесь знаете, что могут рассказывать? Ой, да ты такая сильная стала. Как пример. Вот, а как у тебя это получилось? А как, а вот это, а вот здесь вот, а вот это. Понимаете? В жопу без мыла, блядь. Никого не должно, извините меня, ебать и интересовать. Ваш путь – это ваш путь. Кто был вашим человеком, он был рядом с вами во время этого пути. Не было никого, значит, вы были сами у себя. Помните об этом. Это ваш багаж знаний, это ваши наработки. Не хрен их просто так кому-то отдавать и раздавать. Здесь вас очень долго сажали в пятерку пентаклей. Здесь могло быть безденежье, здесь могла быть нищета, здесь могло быть устраиваемся на работу, хрень, еще одна хрень, 33-я работа, хрень, ничего не получается, коллектив дебилов, мразей каких-то, блядь. То есть, понимаете, здесь был подмен судьбы однозначно, здесь стяг всего вашего. Здесь хочешь чего-то, допустим, ну, найти себя, хрен опять перекрыто, все тебе, как все дороги закрываются. Здесь вроде как какая-то была интуиция до встречи с такой кобылиной, блядь, допустим, если это свекровь. Да даже если это подруги, не пойми там еще какая баба у вас точнее всплыла. Понимаете, перекрывали связь с родом, связь с высшими силами, чтобы вы себя не реализовали в полной мере, понимаете, не осуществили свои планы, надежды, мечты, проекты, не вошли в свою силу, потому что это люди, понимающие, что вы можете покорять. И причем далеко не теми методами, которыми привыкли управлять они. Потому что истинная сила не в управлении. Истинная сила в другом. Брат. Да? Марина, если вы вот в таком положении с мечом, а в другой руке голова предыдущего, который подкрался незаметно, к вам хрен кто подкрадется незаметно. Понимаете? Только сложили, хоть как-то меч опустили, все. Девочки, давайте-ка проекты, пожалуйста, свои осуществляйте. Не давайте вас никому сбить с вашего пути. И, пожалуйста, если все не получается с первого раза, пробуйте еще раз. Если надо будет всю жизнь, пробуйте. Значит так. Не нужно ни с кем конкурировать. Это из области, знаете чего? Защита у вас, все нормально с защитами. Вы будете ожидать определенных результатов, плодов своего труда. Я разбираю сейчас пятерку кубков. Не нужно ни с кем конкурировать. Эта конкуренция уходит из вашей жизни. Если кто привык в этом, знаете, состоянии вечного сражения пребывать, здесь нужно работать над этими своими аспектами.
Это уже лично ваше, как говорится, ну, что вот только в борьбе я самоутверждаюсь, я чего-то достоин, я чего-то стою, я кому-то что-то докажу. То есть, поняли, да? Куда смотреть в эту проблемку? А ну я сейчас еще уточню. Ребят, не все будет получаться так, как вы запланировали, не так быстро, как бы вам хотелось. Будет тяжело, будете менять проекты, будете переписывать планы, будете, я не знаю, перестраивать схему, систему ведения бизнеса, своего дела. Будете менять подход, будете обучаться. Да, будет тяжело. Но не поддавайтесь панике. Потому что по итогу, девочки, смотрите, общение с достойными людьми. Вспомните, чему вы радовались в детстве. Вот такое вот общение вас ожидает с такими же, как вы, людьми. Здесь будете вместе проекты вести. Кто-то из вас встретит мужчину такого, о котором мечтал. Для кого-то актуально, вы уже знакомы с этим мужчиной. Возможно, в детстве дружили. Где-то как-то пересекались, с ним у вас хорошие ассоциации, воспоминания вот этого детства, понимаете, когда все было светло, ярко, радостно, без проблем. Давайте так скажу. Здесь вот это, то есть новые люди, новые договора, для кого-то создание семьи, уюта, быта, рождение детей, уже потом, в последующем. Здесь у вас, понимаете, вот, допустим, есть какие-то аспекты, которые вас расстраивают. Делайте фокус на своих планах, на всем новом. Вот это вот пятерка кубков, это то, во что вас попытаются вогнать. С помощью магии, конкуренции, клеветы, либо еще какие-то могут быть, не обязательно клевета, это могут быть элементарно какие-то проволочки с документацией, да, и тому подобное. Ну, мало ли, что кто из вас там задумал для себя. Неважно кто, как и какими методами действует на вас извне, думаете о проектах, не зацикливаетесь на этих неудачах каких-то, они все временные. И тогда вы как будто бы создаете мост в более лучшее пространство своего будущего, где вы счастливы, где вы наполнены, где вы радуетесь как ребенок. Ну и король пентаклей, девочки, по итогу вы будете получать результаты плодов своего труда, либо же здесь четко, конкретно то, что я уже озвучила по поводу достойного мужчины. Ну, достойный ли он, это время покажет. Кто уже как подходит к отношениям, дело каждого. Ну, я думаю, вы поняли меня. Вы знаете, вот вам пытаются перекрыть связь с высшими силами, а высшие силы за этим наблюдают, внимательно смотрят и записывают. И такие, да? Да ладно тебе. Понимаете? Ну, я не знаю, с чем это... Ну, вот представьте, что муравей пытается, я не знаю, там, что по сравнению с вами сделать. Как-то вам навредить. Этот муравей живет только потому, что вы его еще не шмякнули. Ну, потому что у вас больше ума, сознания, мудрости. Вот так высшие силы смотрят на вот этих дегенератов. По-другому я не назову такие создания. Уже смотрят на качество души. А они пырхаются. И вот они, вот эти мурашечки, пытаются перекрыть как бы вам связь с такими энергиями. На что они рассчитывают? Они чем больше магии творят сейчас. Там дело в том, что еще и высшие силы сейчас как бы, ну,
У них свои так сейчас дела по поводу переписи качества душ, давайте я вам так скажу. А потом же это как бы, ну, время закончится, пойдут новые энергии, и им будет не с руки заниматься этой белибердой. Проще вот так вот убрать, да и все. Потому что уже не до них будет, не до вот этих вот людишек, вот такого сорта. Ой, Татьяна, я вас сердечно поздравляю. Я бы очень хотела, чтобы и у меня эта фраза была в обиходе, что бывший уже не придет, потому что уже ушел. Харизма неубедительная. Видимо, да. С цветами пришел. Ну так соберите ему веночек и в добрый путь. Из живых цветов, все как полагается, не из искусственных. Так что... Оксана, вы знаете, вот это вообще, это ржач. Насчет вот этих дней рождения, когда отец вспоминает за существование ребенка только на день рождения, понимаете? А ежедневно на протяжении всего года пихает только в свое рыло. Ни на Новый год никаких подарков, ни перед школой, понимаете, а перед школой какие-то там, допустим, помощь выдает только тогда, когда ему херово, ему нужен от вас ресурс, чтобы показаться хорошим. Да, вот этот бред сивой кобылы, они почему-то уверены, что если вы с ними общаетесь, то вы глупы, и у них получилось и проканало как-то, ну, на вас воздействовать. Когда понимают, что не получается, они бегут по практикам. Ну и тут АТАС веселее рабочий класс начинается для таких, как мы. То есть мы отстаиваем себя, а они идут по плану и идут ко дну. Я хочу сказать, что по поводу рыпнуться, девочки, рыпнуться, по раскладу рыпнуться. Особо трусливые, ссыкливые могут не рыпнуться. Но знаете, когда рыпаются? Когда уже безысходка полнейшая. Потому что когда им заебезненько, они о вас никогда не вспомнят. Даже если вы растите их детей, им срано на это. Им хочется пожить свое рыло. Вот и все. Замечательный расклад, господа товарищи. Еще раз напоминаю, я на следующей неделе тоже еще немножечко попугаю, да, как бы, ну, повторяю одну и ту же инфу. Я доступна только в Телеграме, то есть, если индивидуальное обращение, консультация, только в Телеграм меня можете найти. И по поводу Самайна. Для кого актуальна ритуалика, чистка, защита, обращайтесь. На консультации, на Самайн тоже. На местах силы я беру несколько человек, буквально двоих, троих максимум я возьму. На местах силы просмотреть актуальный для вас вопрос. То есть, кому тоже актуально, обращайтесь. Все, хорошие мои, я с вами прощаюсь ненадолго, на следующей неделе выйду в прямой эфир, не буду говорить когда, пусть это будет для всех нежданчиком и сюрпризом. Ну и на этом всем осознанным добра этого мира и пока-пока.